Перед вами фото в московской квартире Шостаковича. Слева направо жена композитора Ирина, его любимый ученик Борис Тищенко, Дмитрий Шостакович и Соломон Волков, советский и американский журналист и литератор, член Союза композиторов с 1972 года, старший редактор журнала «Советская музыка». В 1979 году в США он опубликовал в переводе на английский язык книгу «Свидетельства». Подпись под фотографией. Дорогому Соломону Моисеевичу Волкову на добрую память. Дмитрий Шостакович. 13 ноября 1974 год. На память о наших разговорах о Глазунове, Зощенко, Мейерхольде. Свидетельство представляет собой рассказы Шостаковича о своей жизни, записанные Волковым в ходе встреч с композитором в Ленинграде в период с 1971 по 1974 годы. В этой книге Шостакович довольно резко высказывается о некоторых своих коллегах и выражает отрицательное отношение к советской власти. Предисловие Владимира Ашкенази гласит, цитирую: «Правда состоит в том, что Шостакович доверял только узкому кругу близких людей. Сказать лишнее в другом месте, например, на репетициях, было бы самоубийством в творческом смысле, а, возможно, и кое-чем похуже». Не случайно же сын Шостаковича Максим на репетиции 11-й симфонии шепнул ему на ухо: «Папа, а тебя за это не повесят?» Волков вспоминал, цитирую: «Я был его ярым поклонником. В России, изучая музыку, невозможно еще в детстве не встретиться с именем Шостаковича. Я помню, как в 1955 году мои родители вернулись с концерта камерной музыки очень взволнованными. Шостакович с несколькими певцами впервые исполнил свой еврейский цикл. В стране, которую еще недавно захлестывали волны антисемитизма, знаменитый композитор посмел публично представить сочинение, которое говорило о евреях с жалостью и состраданием. Это стало одновременно и музыкальным, и общественным событием. Так я узнал имя. Знакомство с музыкой произошло несколько лет спустя». Возможность пообщаться появилась после премьеры 8-го квартета, выдающегося произведения и в некотором смысле его музыкальной автобиографии. В октябре 1960 года газета напечатала мою восторженную рецензию. Шостакович прочитал ее. Он всегда внимательно читал отклики на свои премьеры. Меня представили ему. Он сказал какие-то дежурные фразы, и я был на 7-м небе. За следующие несколько лет я написал еще несколько статей о его музыке. Все они были изданы и сыграли свою роль, большую или меньшую, в музыкальном процессе того времени. В 1971 году вышла моя книга о молодых ленинградских композиторах и была мгновенно распродана. До моего отъезда из Советского Союза в 1976 году ее использовали по всей стране при изучении современной советской музыки. Предисловие Шостаковича было очень сильно сокращено. Осталось только то, что говорило о современности, никаких воспоминаний. Это стало для него последним импульсом к тому, чтобы рассказать миру свою версию событий, разворачивавшихся вокруг него в течение полувека. Мы решили начать работу над его воспоминаниями об этих событиях. В одном письме он написал мне: «Вы должны продолжить начатое». Мы встречались и говорили все больше и чаще. Почему он выбрал меня? Во-первых, я был молод, а именно перед молодежью, больше, чем перед кем-либо еще, Шостакович хотел оправдаться. Я был поклонником его музыки и его самого. Я не болтал, не хвастал тем, что он благоволит мне. Шостаковичу понравилось и то, как я работаю, и моя книга о молодых ленинградцах. Он несколько раз писал мне об этом. Вот как мы работали. Мы садились за стол в его кабинете, и он предлагал мне выпить, от чего я всегда отказывался. Затем я начинал задавать вопросы, на которые он отвечал поначалу кратко и неохотно. Иногда мне приходилось ставить один и тот же вопрос по-разному. Шостаковичу требовалось время, чтобы разогреться. Сначала мы встречались у Шостаковича под Ленинградом, где был Дом творчества композиторов. Шостакович ездил туда отдохнуть. Это было не очень удобно и затягивало нашу работу. Каждый раз делало ее возобновление эмоционально трудным. Дело пошло живее в 1972 году,
когда я перебрался в Москву, получив работу в советской музыке, ведущим в музыкальном журнале страны. Главной целью моего переезда было оказаться ближе к Шостаковичу, жившему в том же городе, в котором размещалась редакция. И несмотря даже на то, что Шостакович часто уезжал из города, мы могли теперь встречаться гораздо регулярнее. Работа начиналась с его телефонного звонка. Обычно рано утром, когда редакция была еще пуста, с его дребезжащего, хрипловатого тенора, спрашивавшего: «Вы сейчас свободны? Не могли бы вы подняться сюда?» И начинались изнурительные часы осторожного исследования. Я разделил собранный материал на большие блоки, объединенные, как мне казалось, тематически. Когда я показал эти блоки Шостаковичу, он одобрил мою работу. То, что появилось на этих страницах, явно сильно подействовало на него. Шостакович читал и подписывал каждую главу. Нам обоим было ясно, что этот окончательный текст не может быть издан в СССР. Я сделал несколько попыток в этом направлении и получил отказ. Я принял меры, чтобы передать рукопись на Запад. Шостакович согласился. Его единственным и безоговорочным желанием было, чтобы книгу издали посмертно. Он приговаривал: «После моей смерти, после моей смерти». Шостакович не был готов к новым испытаниям. Он был слишком слаб, слишком измучен болезнью. В ноябре 1974 года Шостакович пригласил меня к себе. Мы немного поговорили, а потом он спросил, где рукопись. «На Западе», — ответил я. «Наше соглашение остается в силе». Шостакович сказал: «Хорошо». В конце нашей беседы он сказал, что хочет подписать мне фотографию. Он написал: «Дорогому Соломону Моисеевичу Волкову на добрую память. Дмитрий Шостакович. 13 ноября 1974». Потом уже перед самым моим уходом сказал: «Постойте, дайте карточку». И со словами «это вам поможет» приписал: «На память о наших беседах у Глазунове, Зощенко, Мирхольде. Дмитрий Шостакович». Вскоре после этого я обратился к советским властям за разрешением на отъезд на Запад. В августе 1975 года Шостакович умер. В июне 1976 я прибыл в Нью-Йорк, решив издать эту книгу. Я приношу глубокую благодарность тем отважным людям, некоторых из них я даже не знаю по имени, которые помогли доставить рукопись сюда в целостности и сохранности. Когда во время пресс-конференции в Эдинбургском фестивале 1962 года один западный журналист спросил Шостаковича, правда ли, что партийная критика помогла ему, композитор нервно ответил: «Да, партия всегда помогала мне. Она была всегда права. Когда журналист уехал, Шостакович сказал Мстиславу Ростроповичу, который присутствовал при этом: «Сукин сын, как будто он не знает, что нечего задавать мне такие вопросы. Что еще я мог ответить?» Его потребность защититься была понятна. Как сказал Родион Щедрин, никому не хотелось в ГУЛАГ. В этой книге также есть упоминания и про Игоря Стравинского, которые, я думаю, были бы многим интересны, кто интересуется, но книгу не читал. Итак, глава 2. Цитирую. Стравинский – единственный композитор нашего столетия, которого я без малейшего колебания назвал бы великим. Возможно, он не все умел сделать, и не все, что сделал одинаково хорошо, но лучшие его произведения меня восхищают. Другой вопрос – насколько Стравинский – русский композитор. Вероятно, он был прав, что не вернулся в Россию. У него чисто европейские представления о морали. Я это ясно увидел в его мемуарах. Он говорит о своих родителях и коллегах совершенно по-европейски. Мне такой подход чужд. И мысли Стравинского о роли музыки чисто европейские, прежде всего французские. Когда Стравинский посетил нас, он приехал как иностранец. Было странно представить, что мы родились недалеко друг от друга. Я в Петербурге, а он недалеко от него. Не знаю, обратил ли кто-нибудь внимание, но у нас обоих, у Стравинского и у меня, польское происхождение. Так же, как и у римского Корсакова. И все мы принадлежим одной и той же школе.
Хотя, так сказать, самовыражаемся по-разному. Солертинский тоже из обрусевшей польской семьи. Но это к слову. Не думаю, чтобы это имело серьезное значение. Приглашение Стравинского было результатом высокой политики. На самом верху было решено сделать его национальным композитором номер 1, но фокус не вышел. Стравинский ничего не забыл. Например, того, что его называли лакеем американского империализма и прислужником католической церкви. Причем те же самые люди, которые теперь приглашали его и приветствовали, раскрыв объятия. Стравинский протянул одному из этих лицемеров вместо руки трость, и тому пришлось пожать ее, доказав тем самым, что он-то и есть настоящий лакей. Другой кружил поблизости, но так и не осмелился подойти. Он растерялся настолько, что так и простоял все время в фойе, в точности как лакей. «Лакей, сиди себе в передней, а будет с барином расчет», как сказал Пушкин. Полагаю, что все это вызвало у Стравинского такое отвращение, что он уехал раньше, чем было запланировано. И правильно сделал. Он не повторил ошибки Прокофьева, который попал как кур во щип. Шостакович про Прокофьева. Прокофьев с детства был счастливчиком. Он всегда получал, что хотел. У него никогда не было моих забот. У него всегда были деньги и успех. И как результат – характер избалованного вундеркинда. Чехов как-то сказал: «Русский писатель живет в водосточной трубе, ест мокриц и любит прачек». В этом смысле Прокофьев никогда не был русским, и именно поэтому его не потрясла перемена, произошедшая в его жизни. У нас с Прокофьевым, насколько я помню, ни разу не было откровенного разговора, но мне кажется, что я понимаю его и очень хорошо могу представить себе, почему этот европеец решил вернуться в Россию. Прокофьев был неисправимым игроком и, в конечном счете, всегда побеждал. Он думал, что все точно рассчитал, и на сей раз также выйдет победителем. Около 15 лет Прокофьев сидел на 2 стульях. На Западе его считали советским, а в России приветствовали как гостя с Запада. Но потом ситуация изменилась, и чиновники от культуры стали коситься на Прокофьева. Мол, что это еще за парижанин? И он решил, что будет выгоднее переехать в СССР. Между прочим, решающий толчок дала ему карточная игра. У Прокофьева за границей образовался огромный долг, и ему надо было быстро решить свои финансовые дела, что он и надеялся сделать, переехав в СССР. А вот почему Прокофьев угодил как кур во щип. Он приехал в Москву, чтобы учить других, а они начали учить его. Прежде всего прочего, ему следовало изучить историческую статью в «Правде» «Сумбур вместо музыки». Он ознакомился с партитурой моей «Леди Макбет» и сказал: «Забавно». Прокофьеву пришлось проглотить множество оскорблений, но он это выдержал. Его не выпускали за границу, его оперы и балеты не ставились. Любой чиновник мог его поучать. И единственное, чем он мог ответить, был кукиш в кармане. Я выбираю правду. Может быть, это безнадежно и ошибочно, потому что правда всегда вызывает проблемы и недовольство. Оскорбленные граждане воют, что ты оскорбил их самые благородные чувства и не затронул самых прекрасных струн их благородных душ. Но что тут поделаешь? «Выхожу один я на дорогу», как сказал поэт. Как бы, знаете, ничего хорошего эта прогулка в одиночестве ему не принесла. Это только кажется, что ты выходишь один. Мудрец напоминает нам: человек никогда не остается один. За ним всегда кто-то наблюдает. И так же с дорогой. Ты идешь, а кто-то следит за тобой из засады. Шостакович про Глазунова. Я люблю Глазунова, и именно поэтому говорю о нем правду. Оставим вранье о Глазунове тем, кто его не знал. Пусть они катятся ко всем чертям вместе со всеми своими лавровыми венками и умильными надписями. Для них Глазунов – миф, медный всадник. Они видят только конские копыта. Мои добрые отношения с Глазуновым развивались на превосходной основе – алкогольной.
Только не надо думать, что мы с Глазуновым сидели себе, пили и закусывали. Как-никак наши пути пересеклись, когда ему было за 50, а мне 13. Мы вряд ли могли стать собутыльниками. А я должен добавить, что Глазунов не просто любил выпить, он страдал непрерывной жаждой. Бывают такие несчастные организмы. Конечно, в нормальных условиях это не составляет никакой проблемы. Почему бы не выпить, чтобы утолить жажду? Ты просто заходишь в магазин и покупаешь несколько бутылок. Особенно с учетом того, что, как я думаю, Глазунов не мог выпить больше 2 бутылок за раз. Ему этого не позволяло здоровье. Но здесь вступает в дело чрезвычайно противоестественное обстоятельство, которое известно как незабываемый 1919 или военный коммунизм. Эти 2 слова мало что говорят теперь молодому поколению, но они очень много значат, в том числе полное отсутствие возможности пить и есть. Нет, не только в день ваших прежних именин. Это было полное и повсеместное исчезновение пищи, а также вина и крепких напитков из-за строжайшего запрета алкоголя. Теперь, когда я вспоминаю это, мне не хочется верить, что тот год был когда-то. Неприятно вспоминать. И должно быть из-за того, что о столько многом не хочется думать, мне не встречались воспоминания других о печальных обстоятельствах нашей тогдашней жизни. Похоже, что у всех мемуаристов амнезия на почве недоедания. Ладно, оставим проблему пищи и сконцентрируемся на водке. Для многих ее исчезновение стало трагедией. Но для Глазунова этот печальный факт оказался катастрофой. Я подхожу к сути истории. Глазунов как-то встретил моих родителей. Они говорили о том, о сём, и тут выяснилось, что мой отец имеет доступ к спирту. Глазунов к тому времени очень исхудал и был на грани истощения. Его лицо болезненно пожелтело, под глазами появилось несметное число морщинок. Человек явно страдал. И вот они пришли к соглашению, что отец поможет Глазунову с алкоголем. Он будет доставать его из государственных запасов. И отец тогда рисковал жизнью. Должно быть, риск – это свойство нашей семьи. Я ужасно волновался за отца. Хорошо, что меня не просили передавать спирт Глазунову, потому что я мог бы выронить бутылку или наделать других глупостей. А что, если бы меня поймали? Глазунов обычно сам приезжал к нам за этим. Дело было организовано с максимально возможной конспирацией. Когда я сейчас думаю об этом, у меня подскакивает давление, как будто я смотрю страшное кино. Иногда мне снятся визиты Глазунова. Позже, гораздо позже, когда моего отца уже не было в живых, а Глазунов жил за границей, по Ленинграду поползли слухи об этом деле. Я, должно быть, сболтнул кому-то, а вокруг меня никогда не было недостатка в доброжелателях. Начали говорить: ну, естественно, он же бездарен, он подкупил Глазунова алкоголем, и все его превосходные оценки в консерватории подмазаны спиртом. Это мошенник, а уж потом композитор. Предлагали даже лишить меня диплома, но из этого ничего не вышло. Я решил тогда: ладно, давайте, пинайте меня, я не скажу ни слова. Но теперь я хотел бы сказать в свою защиту. Я честно учился и честно работал. Я был более ленивым сначала и менее потом. Но со мной не было таких историй, как с легендарным Анатолием Лядовым. Шостакович про Марию Юдину. Я честно учился в консерватории, работая больше, чем многие другие. Я не изображал из себя гения и посещал все занятия. Быть прилежным студентом в те дни было нелегко. Времена были трудные, даже преподаватели не очень-то старались. Например, Николаев, мой профессор, человек утонченный, даже более чем утонченный, изысканный. Он не мог позволить себе появиться в консерватории в лохмотьях. Но там было холодно, не было отопления, и Николаев нашел выход. Он опаздывал, надеясь, что студентам надоест ждать, и они разбегутся. Но я сидел и ждал. Иногда мы с другой упорной студенткой, Юдиной, брали в библиотеке транскрипции для 4 рук и играли, чтобы скоротать время. Юдина была странным и очень одиноким человеком. Она стала чрезвычайно популярна сначала в Ленинграде, а затем и в Москве.
прежде всего благодаря тому, что была выдающейся пианисткой. Николаев часто говорил мне: «Пойдите послушать, как играет Маруся». Он звал ее Марусей, а меня Митей. «Идите и слушайте. Когда она играет в четырехголосной фуге, у каждого голоса свой собственный тембр». И это казалось подозрительным. Разве так бывает? Я шел послушать, надеясь, естественно, что окажется, что профессор не прав, что он только принял желаемое за действительность. Но самое поразительное, что когда Юдина играла, у каждого из 4 голосов действительно был свой собственный тембр. Это даже трудно себе вообразить. У меня было впечатление, что Юдина носила одно и то же черное платье в течение всей своей долгой жизни. Такое оно было заношенное и грязное. В более поздние годы Юдина добавила к нему тапочки, которые носила летом и зимой. Когда Стравинский был в СССР в 1962 году, она приехала к нему на прием в своих тапочках. Пусть видит, как живет русский авангард. Не знаю, заметил ли это Стравинский, но сомневаюсь, чтобы ее тапочки произвели на него желаемый эффект. Мне кажется, что цитатами из книги я более чем заинтересовала тех поклонников Шостаковича, которые мало знали о его личности и взглядах на жизнь. Хочу добавить, что в 1979 году письмо с осуждением этой книги подписали 6 знакомых композитора. Это Вениамин Баснер, Кара Караев, Юрий Левитин, Карен Хачатурян, Борис Тищенко и Мечислав Вайнберг. Первоначально книгу раскритиковал и сын композитора Максим, но позже он и его сестра Галина стали сторонниками Волкова. Так Максим Шостакович заявил, что книга дает правдивую картину советской политической ситуации и правильно представляет политические взгляды его отца, но продолжает говорить о книге как о книге о моем отце, а не о нем. Будучи переводчиком свидетельства, финский музыковед Сеппа Хейкенхейму имел в своем распоряжении копию русскоязычной рукописи и утверждал, что показывал текст десяткам российских музыкантов, многие из которых лично знали Шостаковича. Так, по его мнению, считали свидетельства подлинными такие музыканты, как Мстислав Ростропович, Рудольф Баршай, Кирилл Кондрашин, Юрий Любимов, Гидон Кремер, Эмиль Гилельс и Святослав Рихтер. Ставьте лайки, если информация оказалась для вас полезной и интересной. Подписывайтесь на мой канал, смотрите другие мои видео. Всем пока!